Всем привет! Там, где я работаю, это клуб НФС. Есть два директора, два представителя. И сегодня один меня приглашает посетить вьетнамский рынок традиционный. Поэтому сейчас я здесь, и мы отправляемся на рынок. Всем привет! Меня зовут Уи. В этом году мне 43 года. Теперь мы приглашаем вас посетить рынок в нашем жилом районе Ханое. Поехали! Это традиционный рынок, он имеет более чем 30-летнюю историю. Здесь также много супермаркетов и торговых центров. Однако плотность населения здесь довольно высокая, поэтому такие рынки по-прежнему очень эффективны. А вот популярные во Вьетнаме готовые блюда. Я думаю, это всего лишь часть рынка, потому что он идет как будто по кругу. И слева, и справа везде сплошной один рынок. И вы заметили, здесь нет ни одного европейца, кроме меня. Поэтому сейчас повышенное внимание на нас. Что он здесь делает, что европеец делает вообще на этом рынке, что он здесь забыл. Потому что действительно европейцы обычно покупают еду в магазинах, либо на рынках там, где продают именно для европейцев. Есть такие рынки в Ханое, там куда съезжаются одни европейцы и вьетнамцы, которые живут там рядом. Да? Взяли салатики какие-то. Мясо жарится. Сочное. Если оно выглядит так круто, какое оно будет на вкус? Обалденное. Обалденное. Шашлычок. Ну что здесь у нас? Курица, утка. Точнее нет, наверное, это только утка. Курицы я не вижу здесь. Ну и может свинина. Мощные такие кусочки. Вообще действительно хорошо продавать мясо. Всегда будешь сытый, голодным не останешься. Остается только купить хлебушек, зелени и все, и ты сытый. Надо подумать об этой профессии. Все-таки жизнь такая штука, еда играет важную роль, основную в нашей жизни. А здесь в ведрах уже готовые, ждут продажи, либо уже кто-то заказал. Сейчас уже начинает потихонечку темнеть, время близится к 6 часам вечера, но надеюсь, сейчас мы еще прокатимся и посмотрим, что еще есть в наличии. Я думаю, здесь много всего, не только мясо, фруктов, овощей, но, возможно, и какие-нибудь товары, одежда, что-то в этом роде. Сейчас посмотрим. Видите, день заканчивается, все возвращаются домой и едут обязательно через рынок, чтобы купить себе продукты и сделать ужин. Поэтому сейчас скоро здесь не проехать, не пройти. Заехали на сам рынок. Ну, действительно, здесь много всего продается. Как всегда, узко. Слушайте, а вы знаете, вот то, что узко, возможно, это даже хорошо для продавцов, потому что быстро здесь не поедешь, и, соответственно, у тебя есть время посмотреть, что находится справа, слева, и всегда можно что-то купить, если что-то даже забыл. Да, вот это толпа среди мотобайков. Здесь живую курицу продают. Можно прямо здесь купить, они ее тебе разделают. А вот личинки лежат какие-то. Вон, видите, они прямо здесь ее разделывают, курицу. И
И я, кстати, был прав, потому что вон продают и всякие вещи. Майки, шорты. Главное сейчас вылезти с байка и не пострадать, а то могут сбить. Тут у нас продают вещи, майки, шорты и все такое. И знаете, что забавно? То, что среди вещей они продают и различные продукты. Одно другому не мешает. Я пока не пойму, зачем меня позвали, но похоже, что-то намечается грандиозное. Потому что очень много вкусностей разных куплено сегодня. Может, у кого-то праздник какой-нибудь, либо еще какой-то юбилей. Я думаю, мы это выясним чуть позже. Итак, мы приехали обратно. Я только что съездил с Алексом на рынок, провел небольшую экскурсию по рынку и купил немного еды, потому что пригласил Алекса поужинать с моей семьей. Мы также надеемся, что зрителям будет интересно узнать о Вьетнаме. Выходим из дома, и вот футбольное поле. Здесь я работаю. Меня пригласили на ужин, и я приду через некоторое время, через 2 часа, как раз стемнеет, они все приготовят, ну и поужинаем. Итак, наступил вечер. Мистер Уи приглашает нас на ужин, и мистер Бао тоже. Мы сегодня вместе с ним идем на ужин. Кто не видел видео с ужина мистера Бао, очень быстро стемнело, буквально за час. Очень удобно. Поле и дом. Только единственное, вот здесь вот не совсем удобно обходить, и в момент, когда ты идешь, могут так шарахнуть. Вот так, например. Ну, хорошо, что не в эту сторону. Ну и вот так вот надо пробираться. Пробираться. Может быть, потом, конечно, они как-то здесь сделают дорогу, я не знаю. Ну, потому что это не основной вход. Здесь как запасной. Мы сегодня в гостях у мистера Уи. Он также является представителем клуба НФС. И сегодня мы ужинаем все вместе. Давайте сначала познакомимся. Расскажите о вашей семье. Кто сегодня присутствует здесь? Всем привет! Это традиционные вьетнамские блюда. Меня зовут Уи, мне 43 года. А это моя семья, жена и 2 сыновей. А это 2 моих друзей. Я женился 20 лет назад. У нас очень дружная и приветливая семья. Расскажите, как ваша жизнь связана вообще с футболом? В моей семье нет особо каких-то традиций, но я и мои дети любим футбол. Вот почему после окончания работы и учебы все какое-то время проводим за нашей любимой игрой. Я госслужащий, но также моя работа частично связана с футболом. Мы, вьетнамцы, очень любим футбол, поэтому мы считаем футбол частью нашей жизни и видом спорта. Сколько лет вы уже знаете друг друга, потому что мистер Бао и мистер Уи друг друга знают очень давно, как мне кажется, потому что они содержат клуб футбольный. Мой близкий друг мистер Бао. Нашей дружбе более 20 лет. Мы с Бао однокурсники Ханойского университета внешней торговли. И очень интересно, есть ли в семье какие-нибудь традиции? Сейчас мы это узнаем. Члены моей семьи в основном государственные служащие. Мой отец ветеран, он был ранен на войне, но по сей день находится в добром здравии. Во время войны в Вьетнаме мы получили большую помощь от России. Вот почему мы питаем особую привязанность к России, к вашей стране, к вашему народу. Большое спасибо. Тут тоже такой интересный вопрос. Что знают о России? Давайте выясним, что знают о России, потому что, как мне кажется, эти страны дружат между друг другом, потому что много людей мне об этом говорит. Надо подтверждение. Что вы знаете о России? Я познакомился с Россией благодаря своим учебным программам.
Особенно мне импонируют русские люди. Они очень дружелюбные и мирные. Я испытываю особую привязанность к людям из России. Одна забавная вещь, которую я знаю в России, это то, что каждое поколение президентов приходит с волосами в голове. По окончанию срока уже волос нет. Кто из них лучше играет в футбол? Сейчас спросим. Играя в футбол, мы с Ба обладаем разными способностями. Ба очень страстный и обладает большой физической силой, сильным ударом. Я играю в защите и в основном полагаюсь на свой опыт, потому что, честно говоря, здоровье уже не то. И мы не профессиональные спортсмены, и уже довольно не молодые, но поддерживаем свое тело и дух в отличной форме. Давайте выясним, что они знают вообще по-русски. Знаете какие-то слова? Да, нет? И Вьетнам. Есть Вьетнам. Братья. Братья. Навек. 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 Yes. Это был вьетнамский тост. Я видел то, что здесь есть музыкальные инструменты, и хочу понять, кто на них играет, потому что на самом деле это непросто, и, возможно, чуть позже мы в этом убедимся, посмотрим, как это все это в действии. Кто играет? У меня есть джазовая ударная установка. Это связано с моим хобби с детства. Поэтому мы с детьми учились играть на барабанах. Я очень хочу, чтобы мои дети умели играть хотя бы на одном музыкальном инструменте, чтобы их жизнь была более веселой и значимой. Это важно для жизни. Интересно, а есть ли у детей еще какие-нибудь хобби? У моих сыновей довольно много увлечений. Помимо футбола, например, любят музыку и путешествия. Особенно младший сын. Он любит путешествовать и открывать новые земли. Сегодня на ужин также присутствует гость. Я видел его один раз на футбольном поле, мы вместе играли, но хотел бы узнать все-таки поближе. Всем привет! Меня зовут Хео. Мне 46 лет. Я друг Уи. Наши дома находятся рядом друг с другом, и мы дружим уже более 12 лет. До сих пор вместе дружим и играем в футбол. Моему отцу в этом году исполняется 82 года. Как я уже сказал ранее, мой отец ветеран. Был ранен на войне. Во время войны Вьетнам получал большую помощь Советского Союза. Долгое время наши страны разделяли путь экономического и социального развития. Вот почему поколение моего отца, а потом и мы, хорошо чувствовали страну и народ России. Хочу сказать большое спасибо. Мы это ценим. Друзья, ужин заканчивается, друзья разговаривают, а кто-то уже ушел. Ну а мне, честно сказать, понравилось, но и хочется музыки. Да, вам не послышалось, мне хочется музыки. Поехали! На этой музыкальной ноте будем заканчивать. Друзья, берегите себя, родных и близких. Всем удачи и пока!